Новенькі були. Пришли мне амортизаторы, как я и писал. Вот, распечатываю. Как раз, ну, вы их уже видели, а я их еще нет. О, выправляется. Чуть не уронил. Вот. Вот такие вот 2 штука. Во. Поддисковый тормоз взял все-таки. Потому что даже под барабан нету их. Такие вот с резиночками. Ровненькие, целенькие, гладенькие, целочки, ёпты. Хотелось же не материться. Ну, даже болты есть. Вот такие. Будем пробовать их внедрять у Минск. Вот, эти колпачки как раз шире, чем вот эти. Это очень хорошо. Так, кроме этого, я еще себе приобрел. Так, надо положить. Такое интересное. Зря славянам показали скотч. Теперь на нем держится все то, что должно быть прикручено, прибито и подвешено. Это у нас от Лифана. В России он Мотоленд, в Беларуси он Минск. М1 Минск. Вот такое вот колесико себе приобрел. С дисковым тормозом. Блин, почти выработки нет. И тормозную машинку. Как раз под тот. Ага, и колодки почти не выработанные. Сразу с машинкой на руль. И еще даже с тормозной жидкостью. Ага. Это у нас. Ага, это у нас как раз спидометр. Можно спокойно альфовскую ставить. И с этой стороны. Так. Вот так вот еще спидометр прикручивается. Ну вот, сначала я буду проверять на стандартном колесе, а потом уже буду пробовать на вот это колесо ставить. Вот. Вот оно мое. Ой. Теперь повыбрасывать этот весь хлам. Ну что, будем. Немножко потерлась. Будем пробовать внедрять их в Минск. Да?
берем перышко и пытаемся его вставить в минскую траверсу. А у нас оно не получается из-за того, что это здесь большая гаечка. Ну, ничего страшного. То. Берем сейчас, откручиваем. Так, здесь во всех этих должно отлететь. Ну, что здесь лежит? Много. Прикольно. Тут еще, получается, это просто заглушка. А здесь еще под шестигранник какая-то фишечка. Я думал, пружина сейчас будет выскакивать. Это очень хорошо. Так. Ну что, пробуем. Один прошел. Второй. Прошел и заклинил. Это тоже очень хорошо. Сейчас берем, переключаем. Конечно, я перо не туда вставил. Куда оно? Должно быть диск. Тахометр, спидометр такой же. Значит, нет, все правильно. Ну, то будет видно по супу. О. О. И оно тут идеально встает. Так, а теперь раскрою секрет. Здесь эти штуки 31 миллиметр. 33 она бы вообще туда не влезла. А она так до конца. Здесь на конус идет. Как на минских этих траверсах. И там типа зажимается и гаечка. А здесь просто вставляешь, гаечкой поджимаешь. Вот даже. Короче, здесь 31 миллиметр. Это очень хорошо. И работает она. Уже будет мягче. А теперь можно нам спокойно. У нас тут зазор. Где-то щипы, что ли, взять. Щипы с ними. Должен быть там где-то зазор 2 миллиметра. Но у нас вот этот зазор 2 миллиметра. Когда мы это сдавим, вот этот зазор тоже должен пропасть. Но в крайнем случае можно будет поставить что-нибудь там. Но это не точно. Сейчас попробуем найти болтик какой-нибудь и сдавить. И посмотрим, что у нас получится. Уже нашел документы на этот Минск. Как раз пластиковые. Будет он у меня синего цвета числится, 92-го года. Так. Вот, нашел гаечку, сейчас буду сдавливать. Так, закрутила я ее полностью. Теперь сейчас откручиваю верхнюю гаечку и пробуем, как она будет
вытягивается. В крайнем случае можно будет здесь надпилять. Так, откручивание. Это намного легче. И она, вот сейчас вот у меня Минск стандартный здесь стоит. Сейчас ее померяем. Так, и пытаемся вытянуть. Все, она стоит на месте. Уже все зажато. И у нас получается недоход. Так, света нету. Света, иди сюда. Нету света. Так. Получается, если видно, так. Недоход. Это получается у нас эта резинка залазит туда, залазивает в это, видите, сразу здесь нет резьбы, а туда дальше резьба пошла. И вот как раз оно, резинка уплотняет, это прижимает. И вот получается вот так. Вот так у нас получается. Теперь вторую вилку, сейчас ой, вилку, вторую, блять, как ее, второе перо, мать его, оставлю. И будем пробовать переднее колесо. Так, теперь надо разобраться с оськами. Здесь у нас диаметр 15. Это у нас валик, этот шток заднего колеса. Иди ко мне, мой маленький. Рыжик такой. Пиздуй отсюда. Пробуем сюда вставить. И получаем облом. А почему? А должно. Берем штангенциркуль. Меряем 15. А почему? А здесь охренеть. Здесь мне облом. Здесь 12 дырки. Так, вот у нас стандартная оська. Вот этих. Блин, 15. Надо будет дырдочки эти увеличивать. Значит, искать 15-е. Ну, ладно. Вообще 15-е здесь должны быть отверстия. Ну, что-то тут немножко какой-то подкол. Ну, это все исправимо. Сверло на 15. Надо будет найти и просверлить. Тогда, так, это у нас сзади. Задние нам не надо. Передние. Вот и будет проблема с передней оськой. Надо будет искать вот это 14,5. Чуть-чуть у нас тут левая резьба. Это у меня восходовская, она длинная. Так, нам надо будет здесь оську. Стандартная заднего колеса. Если мы его сюда поставим, оно в аккурат сюда влазит. Это очень хорошо. Так, давайте возьмем, примерим колесико. Поменял я вилку местами.
Так, а взял я ее за 911 гривен. Это получается, то, что я хотел, она 1500 стоила. И хорошо, что я ее не взял. Ну, 911 гривен она мне обошлась. Плюс я кэшбэк, мелочь, но приятно, 11 гривен с них. Ну, короче, они мне обошлись 900 гривен. А ссылка на кэшбэк в описании. Там можно вывести от 5 рублей, от 5 гривен, что-то такое. Ну, по мелочи. Вот это вот летишоп мне не нравится. Там выводить надо по 200, по 300 рублей, пока накопится. Только и реклама его. Ну, кому интересно, это я покупал на Beagle.ua. Там как раз кэшбэк этот действует. На проме он как раз не действует. Но Beagle и пром это одно и то же. Только на Beagle есть кэшбэк. Так, вот теперь можем спокойненько уже померить. Теперь оно сюда у нас почти влазит. Тяжелый. Так. Вот так. Так, о, так оно, кажется, даже и ровно становится. Чтоб мне такой найти, чтоб туда запихнуть за место вала. Пока. О, подходит. Можно пока применить его. Так. Почти достает. О, почти достает. Пружинку, то есть все. Вот оно у нас уже почти, грубо говоря, и стоит. Почти даже ровно. Чуть-чуть она туда. Вот здесь надо будет проставочку какую-то маленькую влепить по диаметру. Этот тормозной как раз нормально. И проставку надо будет здесь. Насос не поверну. Вот так вот. У нас можно без каких-либо переделок покупать вот такую китайскую вилку от Лифана, он же М1 Энск, типа Минск, ну в России Мотоленд. Названия разные, мотоцикл один и тот же. Ну все, ждите следующего видео. Подписываемся, оцениваем, ставим лайки, дизлайки. Натернулся, что еще можно поставить. Короче, до скорой встречи. Вот буду ставить, потом придут документы. Он у меня будет синенький. Буду сначала его полностью собирать, потихоньку. И потом уже буду разбирать полностью и превращать его в нормальный мотоцикл. Все, пока.